Марафон. Это большое событие не только для участников, но и для города, в котором он проходит. И у всех есть любимые места проведения беговых мероприятий и любимые трассы. А у кого-то есть марафон мечты, на который он хочет попасть. Но есть несколько марафонских забегов, о которых, пожалуй, слышали все. Это марафоны в Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго и Токио. Чем же они отличаются от остальных? Почему в них престижно участвовать и важно побеждать профессионалов? Из-за чего за ними следит весь мир? Потому что эти марафоны мейджоры. Каждый год проходят сотни марафонов, но чем же от них отличаются мейджоры? Это самые крупные престижные забеги. Количество участников в них начинается от 30 и доходит до 55 тысяч. И это только те, кто смогли пройти отбор и попасть на забег, но об этом чуть позже. Для сравнения, самые крупные старты России собирают около 10 тысяч участников на марафонской дистанции. Мейджоры привлекают столько участников со всех стран по трем причинам. Прекрасная трасса, отличная организация и незабываемая атмосфера. И все эти трассы достаточно быстрые и подходят для личных рекордов. А в 2006 году кое-что еще выделило 5 крупнейших марафонов мира. Их объединили в серию забегов под названием World Marathon Majors. Это было сделано по двум основным причинам. Сделать бег еще более популярным и повысить важность участия для профессиональных спортсменов. Первое достигается благодаря более масштабной информационной поддержке по всему миру, а второе с помощью денежного приза для элитных спортсменов. Основным изначально считался марафон в Бостоне, потому что он является одним из самых старейших марафонов и проводится с 1897 года. С него и началась первая серия мейджоров в 2006 году, и по-прежнему из всех стартов он считается самым престижным. В 2013 году к пятерке мейджоров присоединился марафон в Токио, а в 2015 была пересмотрена система баллов. На сегодня баллы для победителей распределяются следующим образом. Первое место 25 баллов, второе место 16, третье место 9, четвертое 4 и пятое место 1 балл. Атлет, набравший наибольшее количество баллов, получает по результату $500 тысяч. Начиная с сезона 2015-2016 годов чемпионом среди мужчин неизменно становится Элиот Кипчоги, набирающий стабильно по 50 баллов. Не думаю, что нам с вами светит стать чемпионами мейджоров, ведь за всю историю их проведения практически всегда побеждали кенийцы. И один раз эфиоп. Но это не значит, что мейджоры не должны нам быть с вами интересными. Например, для всех участников есть шикарная цель – достичь 6 звезд. Каждый, кто финиширует все 6 забегов, попадает в зал славы 6 звезд. Конечно, их не обязательно пробегать все за один год. Забеги будут засчитываться постепенно по мере того, как вы их пробежите. Всего из России в зале славы 36 человек, из них 28 мужчин. И совсем недавно мой товарищ и организатор основных беговых стартов в Петербурге Дмитрий Павлов финишировал свой 6-й мейджор и вошел в зал славы 6 звезд. Давайте теперь спросим у него, каково это – пробежать 6 главных забегов в мире. Друзья, всем привет! Дмитрий Павлов. Увлеченный марафонец, и у меня такое событие, что я вот неделю назад пробежал долгожданный бостонский марафон и закрыл серию из 6 мейджоров. Ну вот он, финиш! Через 200 метров! 6-й мейджор, Бостон! Ура! А чем они отличаются? Они отличаются очень высокой подготовкой организаторов и достаточно высокой подготовкой участников. Увидел, что есть такая медаль, да, есть такая цель, да, пробежать все 6. И она так родилась, наверное, где-то вот в 2018 году. Первым из 6 я бы посоветовал на тот, на который есть возможность попасть. Ну, мне вот повезло, что Токио, на который сложно попасть, я вот выиграл его в лотерею. Да. Надо во все пробовать, и на какой-то да попадете, а потом уже смотреть, какой 2-й, 3-й, 4-й. Но самый сложный Бостон, к этой квалификации я шел 2 года, чтобы я там подбирался на московском марафоне, я пробежал там 3:26, на Таллинском, на Франкфуртском. То есть я вот крутился вокруг этой цифры. Ну и вот
уже в апреле этого года я прошел квалификацию 3.17 и получил возможность участвовать в бостонском марафоне. Я шел к этой цели практически 4 года. Когда ты ее преодолеваешь, думаешь, надо что-то другое ставить. Сейчас подумываю о каких-то целях в айронменах. У меня есть опыт прохождения половинки айронмена, которая была в Санкт-Петербурге. И надо, наверное, уже усиливаться в сторону айронмена. Если говорить об амбициозных целях в беге, то, скорее всего, пройти все 6 забегов основных мейджоров – это одна из таких. Кроме медалей и статуса финишера 6 звезд, это шанс побывать на лучших трассах мира с десятками тысяч участников, сотнями тысяч болельщиков и лучшей организацией старта. Кстати, именно марафон мейджор вдохновил Дмитрия на проведение в Петербурге стартов по бегу, не уступающих по своей организации. Я в 2017 году пробежал свой первый марафон, и так волей случая это оказался Нью-Йорк. И я могу сказать, та атмосфера горожан, которые приветствуют участников, там 2 миллиона людей стоят, и как-то не знаю, практически участвуют в марафоне эмоционально. Огромная поддержка, конечно, она потрясла. После этого марафона родилась идея организовать серию забегов Пушкин-Ран, в которую у нас сейчас входит Царскосельский марафон, Арена-марафон, Павловский забег, еще есть серия Балтийский трейл. То есть у нас сейчас такая серия забегов, которая практически на любой вкус и тематику. Пушкин-Санкт-Петербург – самый исторический забег в России, проводится с 1923 года. Он похож на бостонский марафон тем, что старт делается из пригорода и финишируется в центре. Я могу сказать, что у нас значительно все более красиво, потому что это действительно что жемчужина историческая, Пушкин-Царское село, стартуем здесь, а финишируем на Дворцовой площади. То тут еще и Бостону далеко до такого исторической значимости этого легендарного нашего забега Пушкин-Санкт-Петербург. За эти 95 лет изменились тренды, беговые. Сейчас популярные забеги это 5, 10, 21 и 42. Поэтому мы эту линейку и сделаем на следующий старт Пушкин-Санкт-Петербург. Я, как житель Петербурга, конечно же, надеюсь, что здесь, в нашем родном городе, появится когда-то первый российский мейджор. И можно будет принять в нем участие, никуда не выезжая. Это уже немного упростит задачу. Ведь стать финишером хотя бы одного мейджора – это не так просто. Мейджоры не зря так называют. Ведь на этих забегах собирается действительно очень много людей. Например, рекордсменом по количеству бегунов и зрителей является Нью-Йоркский марафон. На соревновании в 2019 году финишировало более 53,5 тысяч бегунов. Согласно своду правил Министерства строительства России, население более 50 тысяч человек – это уже город, причем средний по своему размеру. Представьте, что одновременно по улицам бежал бы каждый житель города Ржев, а поддерживало нью-йоркских бегунов более 2 миллионов человек. Это представьте, как половина Петербурга вышла бы на улицы болеть за бегунов. Давайте объясню даже еще более наглядно. Посмотрите на этот стадион. Кажется, что это очень много зрителей, но столько в Нью-Йорке участвует только бегунов, а зрителей 40 таких стадионов. И, конечно, такие популярные старты не могут вместить всех желающих. Ведь очень важно, чтобы пробегать эту дистанцию было всем комфортно, хватало места и пунктов питания. В 2020 году на марафон в Лондоне было подано заявок 457 861 штука, а максимальная вместимость этого старта около 40 тысяч спортсменов. Сами понимаете, Тулу в Ржев не запихнешь. Организаторам было необходимо придумать, каким образом отбирать участников. И на всех забегах, кроме Бостона, действует правило отбора лотерея. И также на всех стартах есть квалификация по финишному времени марафона. Заявки принимают за 6-12 месяцев до старта, и те, кто не проходит квалификацию по финишному времени,
участвуют в лотерее. В том же Лондоне, например, вероятность попасть на соревнования по итогам лотереи примерно 7%. То есть проходит лишь каждый 14-й из тех, кто подал заявку. На бостонский марафон лотерея отсутствует, поэтому из всех заявок выбирают быстрейших бегунов. Нормативы для квалификации могут меняться, но, например, в 2020-2021 годах нормативы были такие. Токио. Мужчинам нужно иметь результат 2.21-2.45 в зависимости от возраста. Женщинам 2.52-3.30. Лондон. Мужчины 18-34 года должны пробегать марафон из 3 часов, а женщины из 3.45. Мужчинам даже в 54 года нужно выбегать из 3.15 для участия. Берлин. В возрасте 18-44 мужчины должны быть быстрее 2.45, а женщины 3 часов. Чикаго. 3.05, 3.10, 3.20 в возрастных группах до 50 лет у мужчин и 3.35, 3.40, 3.50 у женщин. Нью-Йорк. 2.58 у мужчин до 44 лет и 3.26 у женщин этой же возрастной группы. Бостон. Мужчинам 18-34 лет нужно быть быстрее 3 часов, в 35-39 лет 3.05, а в 40-44 3.10, в 45-49 быстрее 3.20. У женщин просто прибавляйте по 30 минут каждой категории, но в Бостоне финишное время не гарантия участия. Из всех заявок будут выбирать сильнейших бегунов. Уже захотели попасть на мейджор? Тогда давайте перейдем к конкретному плану действий. Чтобы попасть на один из забегов серии, необходимо следующее. Выбрать один из 6 марафонов, на официальном сайте найти дату старта и начало приема заявок. К сожалению, сейчас мы не можем дать точных дат, так как старты постоянно переносятся и отменяются. Вам придется разобраться с этим самим. Какой мейджор выбрать, это сложно сказать. Все 6 стартов проходят через красивейшие города мира, собирают лучших бегунов и обладают великолепной атмосферой. Выбирайте город, в котором вам бы хотелось побывать, и вперед! Максимально быстрыми являются трассы Берлин и Чикаго, а самые массовые, как уже говорилось, Нью-Йорк. Решить, как вы будете отбираться в марафон. У вас 4 пути. Квалификация по предыдущим стартам. В этом случае подайте заявку с подтверждением результата. Лотерея. Не пропустите дату подачи заявки и ждите результата розыгрыша. Участие в благотворительности. Нужно пожертвовать определенную сумму или собрать пожертвования с помощью участия в забеге. У каждого забега свои списки партнерских благотворительных организаций и условий для участия. Беговой тур – самый дорогой, но гарантированный и комфортный вариант участия. У забегов есть компании-партнеры, которые организовывают такие туры. В них входит дорога до места на старт, проживание и гарантированный слот на гонку. Если, купив такой тур, вы отберетесь другим способом на старт, денежные средства за слот вам вернут. Готовиться получить незабываемый опыт и тренироваться к участию в одном из крупнейших забегов в мире. Для этого у нас есть 2 подходящие программы подготовки. Мой первый марафон для тех, кто еще не преодолевал эту дистанцию, и мой быстрый марафон для тех, кто хочет финишировать с внушительным результатом. Ссылка на программы в описании к этому видео. Для спортсмена, неважно, любителя или профессионала, участие в таком забеге – это всегда праздник. А когда он проходит в окружении десятков тысяч таких же участников и с прекрасной организацией, это еще более яркие эмоции. Мы всегда призываем участвовать в стартах и получать эти незабываемые эмоции, а также ставить для себя амбициозные цели. И что может быть амбициознее, чем желание поучаствовать в лучших забегах мира? Так что вперед, бежим дальше, к 6 звездам мейджоров. Сегодня пробежал свой 21-й марафон, из них 6-й мейджор. Вот такой вот дали. Всем здоровья, вперед Санкт-Петербург, вперед Россия!